Отказ старика продать свой дом озадачивал застройщиков в течение многих лет. Когда они, наконец, вошли в его дом, они раскрыли душераздирающую тайну, которая изменила все. Утро Стивена Брауна начиналось как обычно, пока шорох шин по гравию не нарушил тишину его двора перед домом. Он выглянул в окно, и его сердце упало. Блестящий автомобиль подкатил к остановке и обогнал группу мужчин. Его обветренные руки крепче вцепились в занавески. Он слишком хорошо знал эти лица. Сразу бросался в глаза главный герой — высокий мужчина, который много лет пытался купить его дом. Стивен уже сбился со счета, сколько раз он отказывал агентам по недвижимости. Его собственность оставалась последним плотом в сердце шумного города, красивым зеленым участком, который большинству казался незначительным. Но для Стивена это была часть крупного наследия. Не обращая внимания на настойчивые отказы Стивена, разработчики продолжали свои усилия. Они начали с писем, каждая из которых предлагала более значительную сумму денег, чем предыдущая. Когда они были встречены молчанием, они перешли к телефонным звонкам. В их голосах слышалось растущее разочарование, поскольку ответ Стивена оставался неизменным. Застройщики были настойчивы и пребывали волнами на протяжении многих лет. Каждый раз, когда их элегантные автомобили подъезжали к дому Стивена, он наблюдал за ними из-за занавешенного окна. Они пробовали разные способы. Некоторые приезжали с кожаными портфелями, набитыми контрактами и банковскими чеками на астрономические суммы. Другие привозили тщательно продуманные архитектурные макеты сверкающих зданий, которые должны были произвести революцию в округе. Стивен выработал обычную реакцию на их нежелательные визиты. Он ждал, пока они не дойдут до его порога. В дверь звонили, и он считал до 10, прежде чем открыть дверь, и этого было достаточно, чтобы заставить их неловко переминаться с ноги на ногу. Он никогда не приглашал их дальше порога. Стивен слушал, скрестив руки на груди, когда они указывали на свои глянцевые презентации и говорили о стоимости недвижимости и тенденциях рынка. Не повышая голоса и не выказывая гнева, он просто говорил: «Мой ответ не изменился». И в этом слове чувствовалась решимость, длившаяся десятилетиями. Некоторые разработчики шептались, что он сумасшедший. Другие называли его упрямым, но никто из них не понимал истинной причины его отказа. Никто из них не видел, как, отказываясь от каждого нового предложения, он медленно обходил свой дом, прикасаясь к стенам и мебели. Каждая вещь хранила воспоминания, которые не могли заменить никакие деньги. По мере того, как месяцы превращались в годы, отказы Стивена становились легендой в местной индустрии недвижимости. Мартин Фьюри, генеральный директор компании, посетил объект только один раз. С тех пор он посылал бесчисленное количество представителей, и каждый раз они возвращались с одинаковым результатом. Но сегодня все было по-другому. Мартин решил разобраться с этим лично. Стивен приготовился к новой стычке, когда Мартин и его коллеги вышли на крыльцо. Однако он заметил, что на этот раз команда была меньше и одета в повседневную одежду, а не в обычную корпоративную. Когда они позвонили в дверь, Стивен удивил их, открыв дверь. Его яркие глаза, несмотря на возраст, внимательно рассматривали их. «Мистер Браун», — мягко начал Мартин, — «мы просто хотим поговорить». Стивен хмыкнул и впервые пригласил их войти. Разработчики заколебались, обмениваясь озадаченными взглядами. Раньше он никогда не пропускал их за дверь. Переступив порог, они не смогли скрыть своего любопытства и огляделись по сторонам, проходя по дому. Каждая комната представляла собой капсулу времени, застывшую в разных эпохах, от старинных обоев и антикварной мебели до более современных элементов, которые казались неуместными. Повсюду были развешаны старые семейные фотографии, на которых были запечатлены давние улыбки. С каждым шагом замешательство разработчика росло.
Это было не просто упрямство старика. Здесь было что-то еще, чего они не замечали. Самым поразительным было отсутствие каких-либо признаков текущей жизни. Не было ни современных технологий, ни свежих журналов или газет, ни запахов свежих продуктов с кухни. Казалось, что время в этом доме остановилось много лет назад, сохранив мгновение, которое Стивен, казалось, не хотел или не мог двигать дальше. Стивен провел их в свой кабинет, единственную комнату, которая, судя по всему, регулярно использовалась. На каждой поверхности были разложены книги, а перед камином стояло удобное на вид кресло. Когда они уселись на скрипучие стулья, Мартин не смог сдержать любопытство. «Мистер Браун», — осторожно начал он, — «если вы не возражаете, я спрошу, вы живете здесь, один?» Вопрос, казалось, подействовал на Стивена. Его обветренное лицо, казалось, состарилось еще на 10 лет, когда он медленно встал и подошел к шкафу в углу комнаты. Он вытащил оттуда газету и, не говоря ни слова, протянул ее Мартину. Заголовок поразил его как физический удар. «Трагедия в местной семье. Мать и 2 детей погибли в автокатастрофе». Запись была сделана в 1981 году. В статье подробно рассказывалось о том, как Сара Браун и 2 ее детей, 8-летняя Лиза и 10-летний Джон, погибли, когда водитель грузовика заснул за рулем и пересек разделительную полосу. Стивен был на работе, когда это произошло. Он указал на фотографию красивой женщины в окружении цветущих цветов, стоящую в рамке на его столе. «Моя Сара любила свой сад», — сказал Стивен, понизив голос почти до шепота. «Она могла вырастить что угодно. Она сказала, что это потому, что она разговаривала с растениями. Я часто подшучивал над ней по этому поводу, но ее цветы каждую весну распускались первыми в городе». На другой фотографии была запечатлена маленькая девочка с косичками, которая сияла в камеру, обнимая плюшевого мишку. «И маленькая Лиза», — продолжил он, и его голос стал мягче. «Она не встречала ни одной мягкой игрушки, которую не захотела бы взять к себе, давала имена каждой из них и помнила все их дни рождения. Каждое воскресенье после обеда устраивала с ними чаепитие». «Джон был нашим спортсменом», — сказал Стивен с улыбкой на лице. «Всегда был на улице со своими друзьями, катался на велосипедах по окрестностям или играл в футбол на заднем дворе. Этот мальчик жил спортом и дышал им. Если бы мы позволили ему, он отрабатывал удары от рассвета до заката, мечтая однажды стать профессиональным футболистом. И вот теперь, спустя годы, я делюсь этим с вами». Пока Стивен говорил, разработчики начали понимать. Это был не просто дом. Это была капсула времени, хранящая последние следы трагически разлученной семьи. Каждая комната была храмом, посвященным погибшему близкому человеку, который бережно хранился более 4 десятилетий. Когда-то ему принадлежали все окрестные земли, обширный лесной массив, где его семья построила дом своей мечты. После несчастного случая Стивен не мог в одиночку содержать большой участок. Горе было слишком сильным, а пустота — слишком обширной. Скрипя сердце, он принял мучительное решение продать большую часть земли. Покупатель показался ему родственным по духу, самопровозглашенным любителем природы, который пообещал сохранить дикую красоту леса. Стивен думал, что нашел друга, разделяющего его ценности, человека, который будет заботиться о земле, но все это оказалось ложью. Почти сразу после передачи права собственности все изменилось. Стивен с ужасом наблюдал, как деревья начали исчезать с его любимого леса. Когда Стивен встретился с покупателем лицом к лицу, правда выплыла наружу. Мужчина продал всю землю застройщикам, чтобы быстро заработать. Стивен был опустошен, когда узнал об этом. Он не мог остановить перемены из-за подписанных бумаг.
Стивен осознал нечто болезненное и дал себе серьезное обещание. Он не стал бы продавать свою собственность никому, даже друзьям. Это было единственное, что осталось от его прошлой счастливой жизни с семьей. Застройщики сидели в ошеломленном молчании, наконец-то осознав истинную глубину потери Стивена. Этот дом был всем, что у него осталось от семьи и их совместной жизни. Тихий стук в парадную дверь разрядил напряжение, возникшее, когда они пытались найти слова. Стивен извинился и ушел, оставив разработчиков наедине с их мыслями. Том, один из разработчиков, повернулся к Мартину, настаивая на том, что они не могут принять это от Стивена. После рассказа Стивена выражение лица Мартина смягчилось. Он медленно кивнул, обдумывая другой подход. Стивен вернулся в сопровождении Клэр, женщины средних лет, которая помогала ему по дому. Во время разговора Клэр упомянула о щедрости Стивена по отношению к обществу, о том, что он позволял соседским детям играть у себя во дворе и рассказывал историю этого района. Ее слова вызвали у Мартина идею. Он наклонился вперед, его глаза загорелись внезапным вдохновением. «Мистер Браун», — начал он, и в его голосе вновь зазвучал энтузиазм. «Что, если мы предложим что-то другое? Что-то, что вообще не предполагает покупку вашего дома?» На измученном лице Стивена отразилась смесь интереса и настороженности, когда он слегка приподнял брови. Мартин продолжил. «Вместо того, чтобы покупать всю вашу собственность целиком, что, если мы приобретем только часть, без каких-либо построек, мы могли бы превратить эту землю в общественный парк, восстановив часть утраченной природной красоты». Следуя идее Мартина, Том сказал, «И мы могли бы помочь отремонтировать ваш дом, чтобы он соответствовал тематике поместья». Застройщики наблюдали, как Стивен обдумывает это новое предложение. В его глазах, которые во время их предыдущих обсуждений были суровыми и настороженными, появился проблеск интереса. Мартин продолжал, рисуя картину своими словами. «Представьте себе пешеходные тропинки, вьющиеся среди местных растений. Ваш дом, гордо стоящий в центре всего этого, является свидетельством истории этого района». На мгновение показалось, что Стивену эта идея может понравиться. Но затем выражение его лица омрачилось, груз прошлых разочарований снова лег на его плечи. Его взгляд, затуманенный десятилетиями недоверия, метался между разработчиками. «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сказал он, понизив голос почти до шепота. «Я и раньше слышал громкие обещания». Мартин уловил в тоне Стивена скрытый скептицизм. Он понял, что преодоление этого барьера недоверия будет иметь решающее значение для продвижения вперед. «Мистер Браун», — начал Мартин, наклоняясь вперед в своем кресле, «я понимаю ваши колебания. Вы раньше обожглись, а это нелегко забыть». Стивен медленно кивнул, не отрывая взгляда от старой фотографии своей семьи, и сказал, «В последний раз, когда я доверял кому-то эту землю, я потерял все. Как я могу быть уверен, что это не очередная уловка?» На мгновение в комнате воцарилась тишина. Клэр положила руку на плечо Стивена, в то время как разработчики обменялись задумчивыми взглядами. Молчание нарушил Том. «Если бы мы привлекли юристов, мы могли бы составить контракт, защищающий ваши интересы, мистер Браун». Мартин с энтузиазмом кивнул, сказав, «Отличная идея, Том. Мистер Браун, мы хотим, чтобы это было партнерство, а не поглощение. Наш первоначальный план на самом деле включал создание парка, чтобы повысить ценность района. Таким образом, мы оба получим то, что хотим». Брови Стивена слегка приподнялись, на его лице промелькнул интерес. «Это могло бы сработать, но я бы хотел, чтобы мой адвокат ознакомился с этим. И я хочу участвовать в каждом этапе планирования». «Безусловно». Мартин быстро согласился. «По-другому и быть не могло. Ваш вклад был бы бесценен, учитывая вашу историю с землей.
Мы могли бы регулярно встречаться с командой дизайнеров, защитниками природы и представителями общественности. У вас было бы право голоса при принятии каждого решения». Клэр, которая молча наблюдала за происходящим, вмешалась. «Стивен, подумай об этом. Это могло бы стать способом почтить память Сары, Лизы и Джона, поделиться их любовью к этой земле с будущими поколениями». Стивен на мгновение закрыл глаза, словно представляя себе такую возможность. «Хорошо», — сказал он. Теперь его голос звучал увереннее. Мартин встал и протянул руку Стивену. Когда разработчики ушли, пообещав вернуться с планами, настроение изменилось. Печальный дом наполнился надеждой. В течение следующих нескольких недель действительно были привлечены юристы. Контракты были составлены, рассмотрены и пересматривались множество раз. Стивен настаивал на оговорках, которые защищали его дом. Процесс не всегда проходил гладко. Возникали разногласия и моменты напряженности. Однако с каждым решенным вопросом и каждым достигнутым компромиссом доверие Стивена постепенно росло. В отличие от тех, кто был с ним в прошлом, Стивен начал понимать, что эти застройщики искренне стремились создать что-то, что прославляло бы историю Земли и служило бы будущему сообщества. Когда были подписаны окончательные контракты, Стивен почувствовал, как тяжесть свалилась с его плеч. В последующие месяцы проект обретал очертания. Ландшафтные архитекторы и защитники природы работали, не покладая рук, чтобы превратить землю Стивена в потрясающий парк. Дом Стивена также преобразился. Разработчики совместно с архитекторами провели его реставрацию, тщательно подобрав оригинальные цвета краски и восстановив богато украшенную отделку. В процессе работы Стивен все больше раскрывался. Он поделился историями с рабочими и волонтерами, рассказав о счастливых воспоминаниях о своей семье и их жизни в лесу. Впервые за десятилетия он почувствовал, что туман горя начал рассеиваться. Наступил день торжественного открытия парка, который принес с собой волнение и предвкушение. Стивен стоял в стороне, наблюдая, как Мартин поднимается на трибуну, чтобы обратиться к толпе. Когда Мартин рассказывал о пути, который привел его к этому моменту, Стивен почувствовал, как его захлестывает волна эмоций. Когда Мартин пригласил его выступить, воцарилась тишина. Стивен поднялся на трибуну, посмотрел на море лиц и начал говорить. Он признался, что долгие годы держался за эту землю из страха потерять последнюю связь со своей семьей и забыться. Но, стоя там, в тот день, он понял, что хранил память о них в тайне, так крепко держась за них. Он указал на парк вокруг них, объяснив, что именно так следует помнить его семью. В течение 3 лет Стивен жил, наблюдая, как процветает наследие его семьи. Затем, в одну спокойную ночь, Стивен скончался во сне. Весть о его кончине достигла каждого уголка города, оставив в сердцах как тяжесть, так и благодарность. Люди стекались в парк, оставляя цветы и памятные подарки у подножия любимого дерева Стивена, последнего оставшегося дерева из старого леса, которое много десятилетий назад было свидетелем радости его семьи. Клэр нашла его в то утро. Он спокойно сидел в своем любимом кресле у окна с видом на парк. На коленях у него лежал открытый фотоальбом, заполненный свежими фотографиями детей, играющих в парке, а также старыми фотографиями его собственной семьи. Последние минуты своей жизни Стивен потратил на то, чтобы соединить прошлое и настоящее. Стивен завещал свой дом Клэр, поручив ей продолжить дело, которое они начали вместе. Глубоко тронутая верой Стивена в нее, Клэр поклялась хранить память о нем. В знак признания огромного вклада Стивена городской совет единогласно проголосовал за переименование парка в его честь. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы оказались перед подобным выбором? Расскажите, пожалуйста, в комментариях,
А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.